Обидно, понимаешь ли, получается, когда плов хотят поругать, говорят, у тебя не плов, а каша получилась. Это что по-вашему? Каша второсортное блюдо, что ли? Вы мне дайте хороший рис, вы дайте мне хорошие продукты. Я приготовлю такую кашу, которую не грех будет поставить на праздничный стол вместо десерта. Только посмотрите, что у меня здесь такое. Вот это каймак, так этот продукт называют на Дону. Похожий продукт называют, между прочим, и в Азербайджане. Для того, чтобы получить такой каймак, я взял хорошее жирное молоко и утром рано, когда вы еще спали, поставил ее в духовку на 90 градусов. Теперь у меня здесь образовалось фактически топленое молоко и вот это очень качественная пенка. Я знаю, очень многие не любят молочную пенку, но если вы попробуете когда-нибудь вот такую пенку, которая готовилась 5 часов в духовке при температуре 90 градусов, вы этот продукт полюбите, поверьте мне. Вы обратили внимание на эти восхитительные желтенькие капли? Ведь это жир из молока отслоился. Вот она, основа хорошего сливочного масла. Говорят же, кашу маслом не испортишь. Так вот, масло уже есть у нас. Если у нас молоко с вот такими каплями жира, значит и рис должен быть соответствующий для нашей каши. Я выбрал очень крупный, очень качественный среднезерный рис. Практически из этого риса можно было бы и плов приготовить, и ризотто можно было бы приготовить. Но я уверен, что при грамотном подходе этот рис и для каши тоже подойдет. Осталось молоко вскипятить и рис сварить. Судя по ингредиентам на столе, вы наверняка уже догадались, что каша у нас сегодня будет сладкая. Но даже сладкую кашу надо солить. И если уж солить, то делать это надо хорошей солью. О, закипело, бурно закипело. Перемешать как следует и опускать рис. В большую кастрюлю я опустил 800 грамм риса. А в небольшой ковшик, который тоже закипает, я планирую опустить 400 грамм риса. Постоянно мешаем, не отходим. Проходим по дну, скребем. Чем гуще каша, тем тяжелее пузырькам пара подниматься от дна кастрюли. И, значит, конвекция затрудняется. Поэтому велика опасность, что каша может пригореть. Видите, вот эта малая часть каши уже какая густая. Но я не зря ее стал готовить отдельно. Дело в том, что я ее хочу выкрасить шафраном. Можно, конечно, выкрасить и куркумой, но все-таки шафран дает очень особенный, очень праздничный и запах, и вкус. Хороша каша. Большие мастера бывают даже в узбекский плов добавляют сахар. Ну а уж в сладкую кашу сам Бог велел 3 столовые ложки сахара. А сюда, пожалуй, что все 6. Скорее перемешать. Вот вы знаете, рис супер. Я его варю уже минут 20. И жидкости вокруг него еще более чем достаточно. Он все еще хрустит. С такого риса плов бы сварить, получится. Но и каша получится тоже неплохая. Пора остановить нагрев, и надо бы вынести этот рис на холод. Остыл рис. Вы посмотрите, какая каша получилась. Супер! Очень густая. Сейчас я должен вымазать вот эту форму для запекания сливочным маслом. Масло у меня стояло на столе и было комнатной температуры. А вот эту керамическую форму для запекания я вынес на холод. И теперь куда только попадает масло, оно моментально застывает. Теперь мы должны засыпать всю эту форму молотыми орехами. И орехи должны прилипнуть к маслу. Вот сметана. Нормальная такая 20% сметана. Возьмем пару желтков от куриных яиц. А еще возьмем немного шафранового настоя. И все это нужно немножко посолить. И теперь сюда я добавляю шафрановую же порцию риса. Я думаю, что чуть меньше, чем половина от всего количества. Я старательно разбиваю все комочки. Мне надо сделать так, чтобы каждое рисовое зернышко было окутано вот этой сметанно-шафрановой яичной смесью. Это первый слой. Знаете, зачем мне нужен вот этот каймак-пенка? Он мне нужен для того, чтобы отделять одни слои от других. Эта прокладка будет внутри, поэтому ничего страшного, если она получается из лоскутов. Начинки, посмотрите, фисташки и курага. Прекрасное сочетание и по цвету, и по вкусу, я вам скажу. Теперь слой риса. Обычного, белого. Еще один слой начинок.
я возьму сухую вишню и черный самаркандский изюм. Еще один слой белого риса. Красиво, аккуратно. И еще один слой начинки. На этот раз миндаль и белый самаркандский кишмиш. Остался еще один слой желтого риса. Вы помните, что самый нижний слой это была смесь из яиц, сметаны и риса. Этот слой должен в итоге отвердеть и стать хрустящей корочкой. И он будет служить как бы арматурой для всей конструкции. Ну а как же быть со стенками? Ведь стенки-то окажутся непрочными. Мы вот что сделаем. У нас осталось немного такой смеси. И мы ее сейчас зальем прямо вот сюда. И так со всех сторон. И теперь всю эту конструкцию надо засыпать сахаром. Вы знаете, вот то, что мы с вами сейчас готовим, можно было бы сделать еще вкуснее. Можно было бы добавить стручок ванили. А сегодня я воспользуюсь корицей. И теперь все вот это великолепие надо запекать при температуре духовки 160-170 градусов ровно до тех пор, пока сахар не расплавится. Кашу такую, признаться, я сам готовил в первый раз. Я прорезаю кашу по краям, надеюсь, что у меня удачно пройдет вот какой фокус. Поднимаем. Получилось? Получилось. Но Станиславский скрикнул бы: не верю. Давайте разрежем и посмотрим, как там внутри. Ну, как? Но есть у меня еще один сюрприз. Практически все летом заготавливают такое особое варенье, протертую малину с сахаром. И сироп от нее остается. А давайте вот так. Понятно? Так что желаю вам больших успехов в кулинарии и, конечно же, приятного аппетита! Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.